Марина и Михаил развелись в 1978 году. Их дочкам Наде и Лиде было тогда 14 и 12 лет. Они очень любили своего отца и боялись свою маму. Марина выросла в детском доме, у нее был ужасно тяжелый характер, и она совершенно не умела любить. Но хуже всего было то, что она и не собиралась пускать в свое сердце любовь к кому-то. Марина с детства была уверена, что нельзя никого жалеть, нельзя быть мягкой, иначе тебя просто сломают. Она никогда ни у кого не просила помощи, всего добивалась сама. Неплохо закончила школу в интернате, поступила в институт на агронома и приехала по направлению в Кубанский поселок. Да так тут и осталась. Девушка она была красивая, смелая, смотрела на всех уверенно, даже с вызовом. Ребята ее всегда взглядами провожали, а она выбрала Мишу, тихого, доброго тракториста. Он после армии хотел жениться на Лене Крайневой, уже и заявление они подали, но увели у него невесту. Приехал московский ухарь к родственникам, да и увез Ленку. Она, правда, вернулась через полгода, даже к Мише мириться приходила, но он не смог ее простить. А через 3 года появилась в их совхозе новая агрономша. Парень и не думал ухаживать за ней. Она сама выбрала его из всех местных ребят. Сама так все повернула, что он и не заметил, как сделал ей предложение. Марина сразу согласилась. Родители Миши отнеслись к их свадьбе с опаской, чувствовали в невесте холод и высокомерие. Но Марина увела мужа в свою квартиру, которую ей выделили от работы, и просто не стала ходить к свекрам. Миша быстро понял, что его обвели вокруг пальца, и никакой любовью тут и не пахнет. Он вообще не понимал, зачем они поженились. Но Марина чувствовала себя в роли жены и вскоре матери замечательно. В доме все было так, как хотела она. Покупки выбирала Марина, планировала все тоже только она, и мнение мужа при этом ее абсолютно не интересовало. К тому же зарплату Михаила в совхозной кассе получала тоже Марина, договорилась в конторе. С ней никто и не спорил, все знали, что она все равно своего добьется. Марина даже имена дочкам выбирала сама. Миша хотел хоть одну из них назвать Ларисой, как его маму, но стоило ему заикнуться об этом, Марина закатила жуткий скандал, обвинив мужа в черствости и эгоизме. Мол, ему не стыдно каждый раз напоминать Марине, что у него есть мама, а у нее нет. Он смутился и просто махнул на имена рукой. Главное, он очень любил своих девочек, а они его. Дочки с малого поняли, что от мамы они не дождутся ни тепла, ни сочувствия. Даже когда они болели, Марина никогда не брала больничные, оставляла их дома одних и даже заставляла прибирать в своей комнате. Миша старался в такие дни вернуться домой с работы раньше жены и быстро наводил порядок, только чтобы девочки не вставали с постели. Марина никогда не жалела дочерей, не обнимала, не спрашивала, что их тревожит, только приказывала и запрещала. Михаил соглашался на любые шабашки, но старался скрывать их от жены. На эти деньги он мог тайно купить сладости и угостить своих малышек, потому что Марина строго-настрого запрещала всякие вкусности и подарки. И она ненавидела, когда родители Миши дарили внучкам игрушки и нарядные платья, считала, что это только портит детей. Миша, может, давно бы сбежал от Марины, только не мог он бросить своих любимых Надюшку и Лидочку. Так и прожили они 15 лет. Но однажды Марина случайно узнала, что Миша заработал на стороне деньги и отослал их старшему брату, которому срочно понадобились дорогие лекарства. Прямо на работе, при чужих людях, она устроила отвратительный скандал. Высказала мужу, что он безграмотный и отсталый, не то что она с высшим образованием, что он должен ее боготворить за то, что она подобрала его, что терпит его,
а он только раздает ее деньги кому попало. Этого Миша уже не стерпел и подал на развод. Марина сначала была в ярости. Она не собиралась отпускать мужа, пыталась заставить его забрать заявление. Потом, наверное, впервые в жизни попросила у него прощения. Но он вдруг проявил такую твердость, что даже она сдалась. Их развели. И в тот же вечер Миша зашел в комнату дочек, чтобы попрощаться. Он уезжал. Родителей его уже не было в живых, поэтому он решил уехать к родственникам на Урал. Миша просил у дочек прощения, обещал, как устроиться на работу и найдет жилье, то сразу пришлет им адрес, а потом будет очень ждать их писем. Девочки плакали, обнимая отца, клялись писать каждый день и приехать к нему, как только окончат школу. Надя и Лида не осуждали его. Они и сами бы сбежали, но им нужно было закончить учебу. Прошел месяц, другой, а от отца не было никаких вестей. Марина только злорадно улыбалась. «Забыла вас, любимый ваш папаша. Небось сразу, как за порог вышел. Женился на молодой, да и живет себе припеваючи. Думаете, нужны вы ему? Да он себе пару сыновей настругает и о вас не вспомнит. Так что не будет от него ни писем, ни помощи, даже не надейтесь». Девочки, конечно, переживали, скучали, плакали от обиды, но время все лечит. Понемногу они привыкли жить без папы и уже не так часто его вспоминали. Прошло 3 года. Надя сдала школьные экзамены и готовилась к выпускному. Дорогое платье мама ей покупать и не собиралась, но дочь смогла уговорить ее купить хотя бы красивую ткань. Надя нашла в журнале выкройку, и тетя Оля, мама ее подружки Лены, обещала помочь его сшить. Вот и пошла Надя вечером к Лене, чтобы примерить платье. Тетя Оля с работы приходила поздно, так что, пока они примеряли, пока девчонки поболтали, время подошло к 11. Лида, когда на часы посмотрела, так и подпрыгнула. Мама ее убьет. Отказалась от провожаний подруги и побежала не по улице, а по местному стадиону наискосок, чтобы побыстрее до дома добраться. Но наткнулась там на Степку Щукина с другом. Они там с пивом сидели. Степка давно глаз на красивую тихую девушку положил. Он-то уже и в армии отслужил, пора б жениться. А девчонки не хотели с ним встречаться. Очень уж наглый и неприятный он был. Увидел Степка Надю и схватил за руку. «Все, красавица, не отпущу. Всю ночь теперь будешь со мной гулять». Надя попыталась вырваться, а Степка засмеялся и повалил ее в траву. А чтоб не кричала, рот закрыл рукой. Друг попытался уговорить его не трогать девушку, но Степка так на него заорал, что тот просто ушел, махнув рукой. Надя пришла домой после полуночи в грязном платье, заплаканная. Марина быстро выпытала у нее, что случилось, и тут же молча ушла. Вернулась она через час и объявила дочери, что та выходит замуж за Степку. Надя в слезы. «Мама, пожалуйста, не надо, я его ненавижу, он мерзкий, я Сашку люблю». «Сашку?» – зло засмеялась Марина. «А ты ему теперь нужна такая? Может, пойдешь, расскажешь ему, как по стадиону каталась? Да если бы ты не хотела, Степка ничего бы не сделал. Вот меня же никто не насиловал. Или заявление в милицию понесем, чтобы потом весь поселок над нами смеялся. Этого ты хочешь? А вдруг ребенок? Нет, дочь, ты выйдешь за Степку замуж. К тому же его родители далеко не бедные люди. Еще потом радоваться будешь». Надя не пошла на выпускной. Она теперь совсем не выходила из дома. Марина и родители Степки готовились к свадьбе, а ей было все равно. Она уже и не плакала, просто сидела на своей кровати и смотрела в окно. Смотрела, но ничего не видела. Лида очень переживала за сестру, но ничем помочь ей не могла. Один раз она принесла сестре
записку от Саши, в которой он спрашивал любимую, что случилось, почему все говорят о ее свадьбе со Степкой. Надя только мельком глянула на знакомый почерк и потеряла сознание. В ночь перед свадьбой она даже не ложилась, а наутро мать, зайдя в комнату, застала ее неожиданно оживленной. Надя, не сопротивляясь, одела свадебное платье, позволила себя причесать и старательно накрасилась. Марина была довольна тем, что дочь смирилась с волей матери. Гуляли свадьбу у Щукиных. Дом у них большой, все гости поместились. Весело было всем. Даже невеста улыбалась и послушно целовалась с молодым довольным мужем. А когда Степка немного опьянел, она сказала ему, что ей нужно ненадолго выйти, и, протиснувшись мимо стола, накинула на себя кофту и вышла на улицу. Было начало сентября. Звезды на черном безоблачном небе светили так ярко, что все вокруг было очень хорошо видно. Надя постояла на крыльце рядом с двумя мужчинами, о чем-то бурно спорящими, а потом тихонько выскользнула из калитки на улицу. И вот теперь Надя побежала, так быстро, словно кто-то бил ее по ногам, толкал ее в спину. Еле дыша, девушка добежала до края поселка, вышла на берег лимана и посмотрела на безумно красивое небо, вздохнула и решительно шагнула в воду. «Зачем?» Вдруг услышала она такой родной голос и замерла. Потом медленно обернулась, посмотрела в глаза Сашке, который стоял рядом, запыхавшийся от бега. Она поняла, что ее любимый стоял под окнами Щукиных, видел, как она убежала, и бросился за ней. Надя хотела ему что-то ответить, но не смогла. Девушка зарыдала громко, взахлеб, а Сашка бросился к ней и крепко ее обнял. Надя не вернулась на свадьбу. Она и ее Сашка в ту же ночь уехали из поселка. Через 2 месяца Надя втайне связалась с сестрой, написав ей свой новый адрес. С матерью девушка не хотела даже встречаться. Прошло еще 2 года. Теперь уже и Лида окончила школу, поступила в училище в районном центре. В октябре она проводила в армию своего Юру. Скучала безумно. Письма писала чуть не каждый день. Он тоже на весточке не скупился. Да еще и столько ласковых слов писал, что девушка его послание перечитывала по несколько раз. Она твердо решила дождаться Юру и верила в то, что и он ее очень любит. Замуж за него собралась. Нахмурила брови Марина. А ты знаешь, что у твоего Юры отец в тюрьме сидит? Ты хочешь выйти за сына уголовника? Ну уж нет, дорогая, таких родственников мне не нужно. Даже думать не смей. Пока ты живешь в моем доме, ты будешь делать так, как я скажу. И не надейся, что у тебя так же выйдет, как у Нади. Больше меня не провести. Лида не стала спорить с матерью. Она надеялась, что за 2 года много чего изменится, и они с Юрой все же будут вместе. Но странное дело, Юра вдруг перестал писать Лиде. Она сначала думала, что он просто не может написать. Мало ли там, учения, походы. Но через 4 месяца погрустнела, затосковала. Однажды встретила на улице маму Юры, хотела спросить, все ли у него хорошо. Но та отвернулась от девушки, даже не поздоровалась. Лида растерялась и заплакала. «Дочь, иди-ка сюда, я тебя кое с кем познакомлю». Однажды субботним утром услышала Лида голос матери. Девушка вышла из своей комнаты и увидела мужчину лет 30 с 3 гвоздиками в руках. Хорошо одетого, симпатичного, но почему-то неприятного. Лида присмотрелась и поняла. Он слишком фальшиво улыбался, как-то слащаво и в то же время жестко. «Собирайся, Лидочка», — ласково сказала ей мать. «Геннадий Иванович очень хороший человек, работает в райкоме. Он приехал предложить тебе руку и сердце, я дала ему согласие. Так что
ты сегодня уезжаешь жить к нему в город. Распишитесь через неделю, у него там связи. Работать тебе не нужно будет, он зарабатывает достаточно». Марина вдруг перестала улыбаться и зло прищурилась. «И не вздумай что-нибудь выкинуть, хватит мне твоей дуры сестры». Марина сама собрала сумку дочери, сунула ей в руки и вытолкала ее на улицу. Лида за все это время не произнесла ни слова. Она не знала, что ей делать. Девушка все еще не могла забыть Юру, а этот мужик ей совсем не нужен. Она чувствовала, что никогда не сможет его полюбить ни за какие богатства. Но и понимала, что если ослушается, то мать не даст ей спокойно жить. Лида опустила голову и понуро поплелась за довольным женихом. У калитки стояла новенькая «Волга». Геннадий Иванович закинул ее сумку в салон, открыл дверь с правой стороны и галантно пригласил Лиду садиться. Девушка медлила. Она теперь понимала состояние сестры, когда та решила утопиться. Лида почувствовала, как слезы залили ее глаза. Она уже хотела сесть в машину, как вдруг услышала: «Лида, постой, не уезжай!» Голос был родной, знакомый, но девушка сквозь слезы не могла разглядеть, кто торопился к ней по Поселковой улице. Лида протерла глаза и бросилась к отцу. Это он, раскинув руки, бежал к дочери. «Папочка, это ты? Почему ты бросил нас? Не писал нам? Мы так ждали, мы скучали. Папочка!» — воскликнула девушка, наконец обняв отца. «Я писал, я деньги вам каждый месяц посылал. Вы разве не получали? Мама мне только один раз ответила, что вы не хотите со мной общаться. Но я все равно писал. Я ей не верил и не выдержал. Приехал. За вами приехал, как обещал». Лида в ужасе оглянулась на мать и вдруг догадалась. «Так, Юре, тоже ты что-то написала и письма его прятала?» Увидела, как Марина скорчилась от злости и закричала: «Я ненавижу тебя! Разве мамы бывают такими? Нет! И знаешь что? Выходи ты за своего райкомовца сама!» Лида решительно оттолкнула Геннадия Ивановича, вытащила из машины сумку со своими вещами и взяла отца за руку. «Пойдем, пап, отсюда. Нам здесь не место». Михаил увез Лиду к себе, в Оренбургскую область. Он действительно женился. Его Нина была доброй и спокойной, прямая противоположность Марине. Своих детей у нее не было из-за последствий аварии, поэтому женщина очень хорошо отнеслась к Лиде. Они сразу подружились. Лида написала письмо Юре, в котором все рассказала. Он ей вскоре ответил, просил прощения за то, что поверил ее маме, а не своей любимой. Прошло еще несколько лет. В небольшом уральском городке, в уютном домике на окраине, собралась дружная семья. Этим летним утром Юра привез из роддома свою любимую жену Лиду с маленькой Анюткой, а встречали их Михаил с Ниной и Саша с Надей и 4-летним сынишком Славиком. И так им было всем легко и радостно, что никто не хотел вспоминать о Марине, которая осталась совсем одна со своей злобой и высокомерием. Кстати, дочери однажды написали ей письмо, рассказали о своей жизни, детях и даже пригласили ее в гости. Она не ответила. Вот такая история, друзья. Напишите, пожалуйста, что вы думаете об этой истории. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. Всего вам доброго. До свидания.